Снова доброе утро. Ты Челлендж. так вздыхаешь. Челлендж. Снова челлендж, да. Ну, 10 тысяч шагов сегодня. 10 километров? Нет, 10 километров выходные получается. А в будни получается только 10 тысяч шагов. Ну, короче, вот сегодня компания у меня. Вот такая красивая. Так что будет веселее. На весах 70. Тут, да, немножко надо скорректировать питание. Да. Хотя я много не ем. Но поменьше хлеба, да. Булочки. Вчера сидела и думала, вот это айвайс хлеб, да? Айвайсброд. Айвайсброд. Он же белковый. Белковый, да. Слушай, а не за счет ли это жучков? Да нет, ну, хотя. Что-то мы такие подумали. А как вот можно белок запихать в хлеб? Ну, тоже Ну, можно. Можно. Да. Посредством... Что-то я не прочитала. Знаете, приду домой, даже поинтересуюсь. Очень интересно. Так можно состав почитать. Да-да, И вот состав узнать. почитаю. А, может быть, это за счет жучков? Мгм. Ну, в принципе, будем есть жучков. Китайцы же едят жучков. Почему мы не можем? Мы тоже можем есть жучков. У Да. всех, ну не все, а красный какой-то краситель точно из Ну, жуков. ну да, это уже все известно, да. Все конфетки там детишкам. Бедные жучки. Как им не повезло родиться такими такими востребованными в продуктовой промышленности, да. Ну вот. Так что, короче, Прям видел. не чавкай. Вот такая вот опять прогулочка. Идем в Lidl, потому что закончилось молочко. Чай закончился. Ну, чай не Приятно, закончился. полезно. Да, как всегда, приятное с Прогулку. полезным, потому что на приятное это нужно много денег и много времени. Самый дефицит, верно? Интересно, только у нас или у вас тоже так же? У всех, кто работает, у всех дефицит времени. У всех, кто работает, у всех дефицит времени. Вот Дима работает, я не работаю, а у меня почему-то все время дефицит времени. Но, если честно, я, конечно, вот сейчас пришла опять к тому, что у меня сейчас немножко времени на то, чтобы свой Лебенслав доделать. И, ну, я тоже хочу все-таки выйти на работу, хоть все и против моей большой семье, чтобы я вышла. Но хочется реализоваться, хочется все-таки, хочется развиваться. Поэтому буду пытаться что-то найти в Германии. Как мы уже с Димой обговорили, можно пробовать искать себя. Тут ошибки все-таки не такие, как говорится, обременительные. Я уже какую работу поменял? Дима, Пятую. Дима, конечно, поменял. Почему пятую? Ну, В одну он вернулся снова. ну, все равно это же как бы А тоже потом, замена. да, но ненадолго, да, потому что все-таки не его, да? Ну. Он раньше работал слесарем, и ему приходилось в порту ремонтировать Правда. да, краны, вот эти, и там очень большая высота. Все-таки Да это, не- ну, как не- говорится, не его. Там все в Скопе. Там Не все то, в что Скопе, ну, Не неважно. то, что высота, там прямо одна вот так вот меня сильно это вздрачнула. Можно без... Не то, что высота тебя Да. сильно... Угнетала. Хорошо. Ну, все тяжелое, все наверху, как бы, ну, какой бог. Ну, вот все тяжелое, все наверху. Проблема не в том, что туда надо лазить, проблема в том, что туда нужно все таскать. Да. Постоянно. Да, И это... да, и постоянно что-то ломается. Да, постоянно что-то ломается, это очень выматывает. Решил все-таки спуститься с небес на землю, да. И теперь он выучился на Термитшвайсер. термитшвайсер. Да. И теперь ты Теперь я сдал термитшвайсер. экзамен, теперь Сдал он экзамен. квалифицированный термитшвайсер. Какого Да. первого? Нет, Какого последнего. первого, Третьего разряда. Ну и вот Третий сейчас вот класс. Сейчас буквально первая неделя, когда он работает этим
Месяц-полтора и можно на второй класс. Термитшвайсером. Да. Да, Пошли. через 1,5 месяца, говорят, можно уже сразу на 2 класс сдавать. А, тоже Через работа. год на первый. Через год на 1. Работа тяжелая. Ну, Ну, да, он вот, тяжелый, но внизу. да, он разговаривал со своим учителем, который его учил. Ну, вот он сказал, что в основном 2 года люди держатся. При этом, знаете, работа такая командировочная. Да. То есть очень много ты вне дома находишься. Что тоже не очень. Но будем пробовать, да? Много ночной работы. Вот, ну, Много ночные, ночной да. работы тоже не очень Ночные комфортно, да. Ну, будем с вами смотреть. Будем. Да, вот Да. не понравится, еще на кого-нибудь выучусь. Не понравится, еще на кого-нибудь выучусь. Вообще, да. Да, вообще есть куча вариантов. Нужно просто понять, чем бы тебе нравилось заниматься. Но, как всегда, это почему-то такой тупиковый вопрос. Не, Знаете. вот тупиковый, много профессий разных, интересных. У нас воспитаны, ну, людей, В нас. которые воспитаны, нет, воспитаны еще в советское время. У нас подавили вот это вот Что мышление. я хочу. Да, Все время должен. да, Да. все время должен, и ничего ты не хочешь. Ты вот устроился якобы на один раз, отучился в университете, устроился, и все, ты должен всю жизнь там поработать. Никому ты ничего не должен. Нет, ну на самом деле, да, оно, конечно, тоже играет роль. Но на самом деле, вот знаете, все начинается, наверное, с малых лет, да, когда, ну, например, ребенок, ему что-то нравится, он чем-то интересуется. И вот это вот не развивается, потому что тоже никто не присматривается, может быть, никто не понимает. И, как говорится, это уже сразу идет не так. Ну вот, например, многие родители отдают секцию, потому что считают это перспективнее, потому что считают, что это ему будет хорошо для А будущего. как считает А ребенок? это внутри него, ну не его, допустим, да. И он, допустим, то, что его отодвигается Он на второй убивается. план и забывается, а то, что не его, он ломает себя. И поэтому очень сложно понять, а что я хочу вообще? А чем я бы занимался, а что мне нравится? Многие, например, как считают? Кому это надо, да? Ну, то есть, вот я умею очень хорошо, допустим, ну, я не знаю, вязать. Я очень хорошо вяжу. Ну, кому это надо? Сейчас, типа, все вяжут. Дорого это не стоит. Но ведь есть дизайнеры мод. То есть, есть модные дома. Они ценят ручной труд. То есть, и у тебя, допустим, если это развивать, вот этот навык, появляется больше идей, больше возможностей, больше, как говорится, лучше получается. И ты доходишь до такого, что так как ты вязать, оказывается, никто не может. И все хотят то, что ты связал. Ну, например, это, как говорится, только пример. Вот. А кто-то любит убираться дома, кстати. А У кто-то кого-то вообще, вот прям, кто-то решил почему-то, что все должны стать кем-то. да, Я востребованы. вот, да, я вот из категории тех людей. Не трогайте меня, я никем не хочу быть. Я хочу просто прожить Спокойной свою жизни. жизнь нормально, да, кайфовать. Кайфовать. Там, ну, Кайфовать хотят все, Дим. ну, Просто в кайф у всех заключается разные. в разных вещах, да. Да. То есть, например, есть люди, которые занимаются Нет, своей просто- работой и получают от этого кайф. Нет, просто есть люди, которые там говорят, вот, надо там достичь, там, я не знаю, дом купить, квартиру, там, директором стать, я не знаю, там, ну, Нет, а по вообще, факту, нет, как бы, понимаешь, это все вторично. да. Если первично исходить именно из денег, это большое, допустим, заблуждение, на мой взгляд, потому что деньги это результат труда.
Ну да. должен быть. Самое главное не продавать себя дешево, если ты делаешь хорошо. Потому что есть много желающих пользоваться этим. Вот. Ну да. Мгм. А самое ведь главное, несмотря на то, что ты будешь зарабатывать кучу денег, не занимаясь любимым делом, постоянно рутинно Ну, ходя это на всё. работу. Всё тебя будет Да. раздражать, бесить, А долго еще не есть те, продлится. вот я сталкивалась с людьми, да, в своей жизни, которые говорили, я работаю чуть ли не до ночи каждый день, но зато я зарабатываю там больше других. Ну. Ха, ну класс. А когда тебе на это вот, тратить на себя вот это вот, то, что ты заработал, Да. то В есть субботу, ты тратишь воскресенье там работаешь. здоровье, ты тратишь свою энергию, ты наступаешь себе на горло каждый раз. Но если это не любимая работа, на любимой работе можно жить, и ты будешь кайфовать, и ты даже деньги не будешь смотреть, потому что у тебя будут идеи, проекты в голове, и ты будешь ждать результата их, как они выстрелят, как они реализуются. Тебе даже денег не надо, может. Ну, вернее, денег надо, но ты не будешь интересоваться, сколько ты там больше других. В основном будешь интересоваться, а что же дальше я могу? Как мне интересно, да? Поэтому, знаете, вот такой вот у нас сейчас вопрос. Ищем себя после 40, да. Есть ли у вас такие проблемы? Или это мы такие, особенно... Мудаки. Да, мудаки. Ну, не будем ругаться. А что Поэтому это ж не ругать? вот такая вот тема возникла, да, пока гуляем. Я вообще, конечно, в основную часть жизни такая вся в детях, да. Для меня это проект. Сразу скажу, это не просто там я их обслуживаю. Моя задача вырастить все-таки самостоятельных детей. Но не без ошибок, конечно, знаете. Просто хотелось бы, чтобы они, в отличие, допустим, от нас, все-таки знали, что хотят. Мой вот старший сын, ему 20, он сейчас учится на IT, программирование, и там он сам ставит цели, я его не трогаю, я просто спрашиваю. То есть он поставил себе цель университет, сейчас вот ему пару лет он заканчивает колледж, потому что, да, когда мы приехали, у нас ему было 14, он попал в гимназию. Но, к сожалению, он смог доучиться только до 9, но потом пошел вот в колледж, в котором он сейчас, и он закончил, получается, Митлера Райфа, вот это вот, как Реальшулябшлюз, да. Теперь он идет на фахабитур, но фахабитур мы сами выбрали, ему предлагали абитур. Не мы, а он выбрал. Ну, он, да. Мы просто с ним поговорили, я говорю, ну, на самом деле абитур здесь получить тяжело. Кто говорит, что в Германии образование такое, оно никакое. Очень тяжело. Очень тяжело получить абитур, и не все получают, знаете. Вот. И мы выбрали просто фах абитур в сфере IT, потому что мы все-таки выбрали IT. Почему мы? Он выбрал IT, он сам пошел, он даже меня не спрашивал. Вот. И дальше, вот он по той же специальности планирует пойти в университет. Держим пальцы крестиком, потому что тоже все непросто. Там средний балл должен быть хороший. Но слава богу, Цойгнис хороший. Держимся, да, интерес. Да, весь в технике. Прям у самую маковку. Есть у него все, что нужно. Он говорит, программировать можно и на калькуляторе, мам. Но хочу мощный ноутбук.
Да. Ну, потому что они, конечно, тоже играют. Играют. Ну, что греха таить. Главное знать меру, да? У нас все играют. Все играют. Кто все играют? Ты играешь? Константин играет. Ты Не, играешь? я не играю. Некогда Константин играет, да, ну, играет. мне. Я или сплю, или работаю. Главное, не играть весь день, знаете. Константин тоже очень интересный товарищ у нас. Он, учителя замечают, что для своих 10 лет у него в голове мысли такие, которые у детей не бывает. То есть он недавно на школьном дворе там что как-то детишки дрались, что ли, или что-то. Кого-то обижали. Он подошел к учительнице, которая дежурила в это время на улице. И сказал ей об этом. На что она развернулась и ушла. И у Константина у нас возникла идея собрать всех детей, составить письменный документ на учителя, Петицию. на учителя, петицию о том, что они не реагируют. Понимаете? Мне, когда педагог это рассказывала, она, конечно, улыбалась, но глаза у нее были большие. Что, ничего себе, мальчик? Ничего себе? Да. Поэтому вот такие дела. И растет принцесса. Но она избалованная, конечно. Потому что мальчики мои как раз ее и балуют. Ну, она в своем возрасте тоже достаточно самостоятельная. Я ей разрешаю выбирать, что она хочет одеть. В принципе, стараемся играть во что она хочет. То есть, ну, больше надо давать самостоятельности, конечно, и больше гулять. Но она уж 2,5 во двор отпускать надо. 2,5 нельзя отпускать во двор. И не надо это делать. Просто вот это вот сидеть со своим занудством и впихивать детям там, что надо вот так, а так не надо. Они должны пробовать, понимаете? Когда человек пробует, он находит свое. Когда ему не дают пробовать, он всегда в растерянности всю жизнь. А что? Я не знаю, что я хочу. Вот это вот не одобрит мама, а вот это вот не одобрит общество, а вот это вроде не престижно, а вот это надо мной будут смеяться или что-то. У меня друг есть, да, который, когда ему вообще не нравится что-то, он просто всех посылает и уходит, и да? уходит, да. И, кстати, и же нормально. Живет, хорошо. да? Да, да. Да. Причем Почему нет? он живет свою нормальную, счастливую жизнь. Да. Не нравится работа, пошли выиграть со своей работы. Не, ну знаете, Нет. просто, конечно, условия для этого тоже должны быть подходящие, да? Да. То есть многие, например, семейные люди, они так делать не могут. Просто в Германии есть такая возможность, на самом деле. Тут без поддержки тебя не оставят. Но речь ведь не о том, чтобы присесть на поддержку. Нет, паразитировать нельзя. Да, а речь о том, чтобы найти свое. Все-таки свою жизнь как-то, знаете, настроить, чтобы она приносила тебе радость, потому что это самое главное в жизни. Что еще важнее этого? Что? Заработать имущество? У меня есть куча примеров, когда человек всю жизнь зарабатывал, потом его не стало. И все. Ну и все. И это все разошлось буквально. Преимущество. Зарабатывалось оно долго, а разошлось оно очень быстро. Поэтому, знаете, как вы считаете? Может, это занудная тема, да? Я же обещала без занудства, я не хочу занудствовать. Поэтому не будем о грустном. Вот я же говорила, погода не имеет значения. Гуляем. Хотя сегодня тепло, очень тепло, да? 12 градусов. 12 градусов. Классно Ну что вообще. делаем? Мы худеем. Нет, мы стройнеем. Худеем от слова худо. Да? А мы же вот до этого ходили же. Мы до этого ходили. Да. С мая по август, да? Мы ходили. Да. Или По августу, июлю, по июлю. Италию мы ходили. Да, по июлю. Не, мы по Италию ходили, да. И мы нормально сбросили. Я свои 10, Я 20 Дима с свои лишним. 20 с лишним. Вот.
Вот сейчас решили У Димы продолжить. цель 90. Да. Ну, у меня хотя бы 65. И не знаю, получится, нет. Получится. 65, может, получится. Ну, хотелось бы 60, честно говоря. Ну, наверное, не получится. Получится. Все получится, если хотите. Ну, это надо, да, там добавить надо будет силовых, наверное, чтобы чего-то там. В возрасте уже мышцы там откуда-то взять тяжеловато, да? Но будем искать мышцы. Где? Да? Вот такие дела. Ну, вот так. Пока вот так. Посмотрим, что дальше. Ну, вот такой вот вечерок. Поехали за продуктами. Такое вот видео получилось. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, Лайки тоже можно. пишите комментарии. Давайте обсуждать, какие темы вас интересуют. Будем снимать что-нибудь. Может быть, на те темы, которые вам интересны. А я прощаюсь с вами и увидимся в следующем видео. Всем пока!